Вот такая хрень. Всем привет! У нас сегодня особый острый контент, и это будет маленький привет из Кореи, в которую я очень сильно надеюсь попасть в ближайший год. И еще хочу добавить, пока мы не начали знакомиться с лапшой, и вы мне порекомендовали обзавестись петличкой для видео. Петличка у меня есть. Вот петличка. И я воспользовалась ей. Я снимала видео на петличку с петличкой. И хорошо, что у меня аудио писалось в 2 дорожки. На устройство и на микрофон. Потому что да, эта петличка опять все испортила. 2 файла с текстом она не записала. Без звука мы не остались. Ну, правда, придется его как-нибудь что-нибудь с ним сделать. А еще эта петличка постоянно пытается что-нибудь разбить, разлить, перевернуть. Это просто сущий кошмар. Но еще, как вы видите, я все-таки психанула. Я обзавелась нормальной петличкой. Стыдно, капец. Вот. Немного хочу рассказать, что ли, про лапшу. Ну, так, чтобы не просто поесть. Не знаю, что я наговорила в прошлый раз, когда готовила видео с приветствием, показывала там всякие эти лапшички, которые пришлось переснимать из-за микрофона. Но сейчас хочу какую-то часть немножечко перезаписать, потому что, ну, сами понимаете, микрофон другой, звук лучше. Я теперь за это бешусь. Что из себя она представляет? Это обычная лапша. Но только, правда, готовится она немножечко по-другому. Ее надо варить. Она варится. И конкретно у этой лапши есть особенность. Она вся острая. Без возможности найти какую-то неострую версию, потому что, похоже, это их фишка. Я уже ранее пробовала эту лапшу, и мне показалось, что она была острее. Может быть, я даже найду какие-нибудь кадры. Может быть, у меня сохранилось видео с той лапшой. Ну, по крайней мере, фотографию я точно нашла. Она тогда была вот прям ярко-красная лавовая жижа. Ну и как-то мне было не страшно пить этот бульон. Я, наверное, просто себя не жалела. И вообще, знаете, такую фишку, что у девушек порог остроты ниже. То есть есть всякие разные эксперименты, есть разные там конкурсы всякие в интернете с острой едой, и она почему-то девушкам кажется менее острой. Похоже, что это действительно так. Да и в целом я за собой постоянно замечаю, что какая-то острая еда для меня не такая острая, как для других. Но есть еще один печальный момент. Это то, что я переболела ковидом, и острая еда у меня теперь стала не такой острой, как была когда-то до вот этого всего. Может быть, эта лапша окажется для меня не такой острой, как она могла бы быть для кого-то другого. И это, знаете, еще такая большая проблема, потому что я острую еду люблю, но я не могу добавлять перец, потому что я не понимаю, что она острая. А потом болит живот и со всем прочим. Просто потому что животу неприятно, а на вкус я не чувствую этого. Тупо. Тупо. Поэтому будем пить смекту, запивать все молоком. Вот такие дела. Про петличку еще хочу нажаловаться. В процессе съемок я разлила стакан молока. Благо, ни на технику, никуда это все не попало. Но вероятности были. Очень даже вероятные. Сколько раз летал штатив со светом, это просто... В общем, скучно не было. Опять же. Давайте попробуем теперь все это смонтировать. И не удалить. Отсмотрела какую-то часть видео и увидела, что у меня там распущенные волосы, и они мне так не идут. Даже показывать не хочется. Это так глупо.
Просто кто разрешил ей распускать волосы? В целом, из-за того, что вся лапша готовится абсолютно одинаково, я думаю, нет смысла записывать приготовление всех. Хотя, почему бы и нет. В общем, я думаю, как-нибудь это все сжать, чтобы вам не приходилось смотреть одно и то же. Поэтому я как-нибудь это склею. Он у меня тут спит под лампочкой. Адская хрень. Я не знаю, куда ее добавлять. Вот, серьезно. Грей. 100 мл воды, 5 минут. И потом 30 секунд еще обжарить. Вот. Вот так все это выглядит. Какая-то зелень. Соус. Боли и страдания. И лапшичка. Мой дырявый стол. Потому что это клеенка. У меня еще нет своей кухни, зато у меня есть плита. Ну что ж, давайте опускать. Я ставила немножко воды, тут, наверное, меньше, чем 8 ложечек, но мне кажется, достаточно. Я видела, как делают ее такой достаточно насыщенной, поэтому будем делать так. Сейчас вот это все упакуем туда и посмотрим. Будем пробовать. Еще я запаслась молоком. Это не так остро, как могло бы быть. Возможно, бывало и поострее. Я не знаю, как есть правильно. Это остро. Но прикольно. Но остро. Но прикольно. Этот черный мясной соус, он есть. Но он такой острый. Жопа, да? Ага. И с этим ничего не поделаешь. Прошлая пачка молока кончилась, и я достала новую. 3,2. Вот. И пришла прекрасная мысль поставить ее в морозилку. Пока там готовится второй пакетик, вторая лапша, хочу поделиться. Ваше здоровье. Это не остро. Вру. Чуть-чуть остро. Ну, знаешь, по острости это съедобно. Ну, это хотя бы съедобно. Я добавила сыр. Уронила стакан молока. А еще я постепенно пачкаю все везде и всюду. Вот тут вот есть 3 пятна. Маленьких. Но они уже есть. Какая она розовая. Да. Пахнет немного сливочным сыром. Надеюсь, там нет грибов. Зачем они добавили в карбонару грибы на картинке? В карбонаре нет грибов. Алиса, включи чайник.
также 5 минут. Вот. Тут по готовке ничего не поменялось, все то же самое, поэтому предлагаю немножечко поболтать. Могу еще раз подвести черту про то, что они все очень-очень острые, и это тоже не будет исключением, потому что у нее есть язычки пламени на картинке, тут написано Habanero Lime, и курочка в сомбреро, сальса маракасы, мне нужна шляпка. О, знаете, я такая барахольщица, что у меня когда-нибудь точно появится шапочка, вот эта вот мексиканская, и маракасы. Могу еще немножко оправдаться. У меня тут, как вы видите, ремонт. Это все я делаю своими лапками, поэтому, к сожалению, это все очень сильно затянулось. Но, тем не менее, я попыталась оборудовать себе пару рабочих мест, потому что я не могу больше откладывать все это на потом. Надо все с этим работать. И вот я стараюсь изо всех сил. У меня тут, видите, какая картиночка красивая. Вот. Все, договорилась, сливаем водичку и переходим к обжариванию приправ. Пахнет острым. Что-то неизменное. Каюсь, предыдущую лапшу я пыталась спасти сыром, сделать ее хоть как-то съедобнее, и она стала съедобнее. Так что это большой плюс, чтобы не выбрасывать еду, можно ее сделать чуть более съедобной. Здесь надо еще попробовать. Это остро. Других вкусов я не ощущаю. Есть очень далекий оттенок каких-то, видимо, перцев. Она пахнет перцем, пахнет очень сильно перцем. Но я не понимаю, какой здесь вкус. Лайма здесь вообще нет. Обидно. Потому что я очень надеялась почувствовать здесь лайм. Она и так очень вкусная, но очень острая. Вообще, по-хорошему, надо что-то с ней сделать, потому что я чувствую, как мне разъедает желудок. Получилось. Вот. Даже, смотрите, помидорочка лежит. Вот эту вот зелень не я добавляла, поэтому это все их зелень. И теперь она немножечко сырная. Вот такая лапша. Вкусненькая. В этот раз я не знаю, сколько я добавила сыра. На глаз примерно те же самые 50 грамм. Но она очень сильно спасает ситуацию. Нечистый эксперимент. Ой, нечистый. Фух. Остро, но съедобно. Мы снова на кухне. Готовим последнюю лапшу. Осталось самое острое, самое долгожданное. Я от нее многого не ожидаю. Она, кстати, крупненькая. Вот, среди тех, которые мы готовили, одна была не крупная, вот эта крупная. Она должна быть вкусной, но ее, скорее всего, придется промыть для того, чтобы можно было съесть. Но пошли. Такая вот красивая платьечко с пылающей курочкой. Эта курочка плачет от боли. У меня есть ощущение, что вот эта самая острая лапша продается просто по приколу. Ну, потому что я очень сомневаюсь в том, что есть какие-то люди, которые будут покупать конкретно такую очень-очень-очень острую лапшу, чтобы ее прям есть. Хотя, всякое же может быть. У нас же есть всякие очень-очень острые соусы. Можно сказать, что на каждый продукт есть свой потребитель, и даже на такую острую лапшу я один раз купилась, да. Я найду фотки с Сахалина. Я барахольщик. Барахольщик всяких медиафайлов. Я все снимаю, все сохраняю.
а потом чахнул над своим златом, над тем, что я наснимала там. Надо просто сесть и начать уже это все монтировать. Сколько лет прошло с Сахалина. Могу сказать, что она пока еще съедобная. Но сейчас мы это исправим. Она издалека пахнет. Ох. Давайте пробовать. Это остро, но в целом съедобно. Или да, или нет. Ладно. Пока я сомневаюсь, давайте побольше возьмем. И точно будет нет. Это можно есть, но, наверное, только азиату. О, она приходит. И такое чувство, будто у меня слюнями рот заполняется. Не могу, подождите. Как охладить губы, я не знаю. Оно пришло не сразу. Это не еда. Я еще в прошлый раз поймала момент, что как только начинаешь запивать молоком, становится хуже в перерывах между глотками молока, и просто невыносимо. Жечь начинает все, абсолютно весь рот. Но есть я это не буду. Вот так выглядит это варево. Вот я немного попробовала. Будем честными, лапша отправится в утиль. Тут по-другому быть не могло. Как бы это грустно ни звучало, да, это перевод продуктов, но ни один нормальный человек не будет доедать то, что прожжет дыру в твоем желудке. Я не мазохистка, но знаки. Но я думаю, что тема с соусом не закрыта, потому что отдельно мы его еще до сих пор не попробовали. Кефирчик. Я не придумала, что положить сверху, чтобы попробовать сделать это более съедобным. У меня как-то не нашлось кусочка мяса там, например, в холодильнике. Ну, как-то так. Ох. Он в целом съедобный. Нормально так острый, но он съедобный. Я, честно говоря, удивлена. Я немножко разочарована. Немножко, самая малость. Но в целом это просто хороший острый соус. Как-то странно даже. Признавайтесь, хотите в Корею? Или в Японию? Попасть в Японию — это была моя мечта лет с 13, может даже с 12. С тех пор, как я познакомилась с аниме, с тех пор Япония попала в число тех стран, которые я хотела бы посетить. Причем она была самой первой в этом списке. И она до сих пор находится там на первом месте. Ну, еще теперь я хочу попасть в Корею, потому что ее культура в последние годы очень сильно стала популярной и очень заметной. Было сложно пройти мимо. В общем, она тоже стала очень интересной, и поэтому у нас сегодня была корейская лапша. Надеюсь, что вам со мной было не скучно. Постараюсь найти еще что-нибудь интересненькое. Люблю, целую. Пока.